Никогда не изгладится из памяти нашего народа священный подвиг советского солдата в годы Великой Отечественной войны. Тема эта бесконечна, неисчерпаема и сегодня еще близка почти каждому из нас. Ныне живущие и грядущие поколения людей должны знать и помнить, как это было. 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской и Республики Калмыкия произошло одно из важнейших и крупнейших генеральных сражений Великой Отечественной войны между Красной армией и гитлеровскими полчищами – Сталинградская битва. Эта битва стала переломным моментом в происходившей этой кровавой войне. Именно с этой победы Красной армии представления о непобедимости противника основательно пошатнулись. 31 января 1943 года в Сталинграде был взят в плен Фридрих Паулюс. За день до этого ему было присвоено звание фельдмаршала. Для советского командования Паулюс был ценным трофеем, пленником номер один. Он и оставался им вплоть до завершения заседания Нюрнбергского трибунала, где пленный фельдмаршал выступил как один из главных свидетелей обвинения. Наверняка это выступление, а также и тот факт, что пленный Паулюс долгое время проживал после этого в Советском Союзе, и послужило в дальнейшем возникновению неординарных слухов о том, что якобы немецкий фельдмаршал впоследствии преподавал в одной из советских военных академий. Во время Первой мировой войны лейтенант Паулюс воевал на Западном фронте. Его личный опыт командира был короче, чем опыт штабной работы. Войну он закончил капитаном в должности адъютанта командира батальона. В начале 1930-х годов недалеко от Берлина был создан 3-й моторизированный батальон, который позже вырос в одну из первых в Германии танковых частей. С самого начала во главе батальона стоял подполковник Фридрих Паулюс. Именно в то время создавалась новая ударная сила предстоящих блицкригов – танковые части. В 1933 году к власти в Германии пришел другой ветеран Первой мировой войны. С самого начала Гитлер делал ставку на верность военных своему долгу. Он пообещал, что вооруженные силы будут, как и прежде, пользоваться заслуженным уважением, и неудивительно, что военные его поддержали. Летом 1939 года генерал-майор Паулюс был назначен на должность начальника штаба в армии генерала Вальтера фон Рейхенау, убежденного нациста, который стал для Паулюса приемным отцом. Сентябрь 1939. Вторжение в Польшу. Теперь у армии была настоящая работа. 6-я армия Рейхенау стала ударной силой вермахта. За год молниеносной войны она заработала себе славу покорительницы столиц. Гитлер был весьма доволен успехами своих генералов. Паулюс за свои заслуги был назначен в Генштаб, где стал отвечать за планирование операций. Именно Паулюс явился одним из основных разработчиков плана «Барбаросса». Нападение на Советский Союз стало войной на уничтожение, в которой Паулюсу предстояло обеспечить наступление вглубь советских территорий. В июне 1941-го началось выполнение плана «Барбаросса». В соответствии с этим планом гитлеровские дивизии должны были за 3,5 месяца дойти до Урала. Но, увы, не всем планам суждено было быть выполненными. Когда немецкое наступление на Восточном фронте захлебнулось на юге, преемником Рейхенау на должности командующего армией стал Паулюс. Так штабной офицер стал командиром полевой армии. Решение Гитлера о наступлении на юге было обусловлено факторами, преследующими экономические цели. Фюрера в первую очередь интересовала кавказская нефть. Второй его целью на юге был Сталинград, индустриально развитый промышленный центр на Волге. К тому же через Иран по Каспийскому морю и Волге шла помощь Советскому Союзу от союзников. Чтобы отрезать этот канал поставок, гитлеровцам необходимо было овладеть Сталинградом. И в конце августа 1942-го Паулюс начал наступление на город, который носил имя Сталина. Немецкая авиация превратила этот город в груду развалин. К началу октября почти весь Сталинград находился в руках немцев, но им так и не удалось взять город полностью. Бои шли за каждую улицу, за каждый дом. В начале ноября в степи ударили морозы, температура упала до -30. Снабжение гитлеровской армии становилось все труднее, не хватало боеприпасов и провизии.
У большей части солдат не было даже зимней одежды. В Ставке Сталина о положении 6-й армии хорошо знали и готовили контрнаступление, и 19 ноября в рамках операции «Уран» началось контрнаступление Красной армии. 23 ноября в районе Калача-на-Дону огромная гитлеровская группировка, пытавшаяся захватить Сталинград, была окружена. В течение декабря были разгромлены итальянские, румынские и некоторые немецкие части. Были отбиты попытки танковых дивизий Манштейна пробить коридор к Паулюсу. В январе 1943-го 6-я армия советскими ударами была разделена на две части, а уже 31 января была ликвидирована южная группировка немцев. Пленен фельдмаршал Паулюс с 24 генералами. 2 февраля капитулировала северная группировка. Так бесславно закончилась полководческая карьера одного из представителей генералитета нацистской Германии, принимавшего главное участие в разработке плана «Барбаросса», генерал-фельдмаршала Фридриха Вильгельма Эрнста Паулюса. Он не знал, что будет дальше. Паулюса увезли в штабной машине и предъявили журналистам как военный трофей. Фотографии плененного фельдмаршала обошли весь мир, включая Берлин. На первом допросе Паулюса попросили объявить о капитуляции. Он отказался. Он был в плену и не мог отдавать приказы. Сталинградская битва закончилась без официальной капитуляции. Советские спецслужбы завели на Паулюса дело и под усиленной охраной отправили его в лагерь для военнопленных в Суздале. Летом 1943-го за колючей проволокой этого лагеря военнопленные образовали Лигу германских офицеров, направленную против Гитлера, но Паулюс отказался в нее вступать. Свои взгляды Паулюс изменил лишь после неудачной попытки покушения на Гитлера 20 июля, когда были повешены несколько фельдмаршалов. Лишь только тогда он поддержал противников Гитлера, сделав следующее заявление. «Эта война, начатая Гитлером в мирное время, захватническая и грабительская война, какой не видел мир. Она ведется методами, невиданными в истории». В Германии ответственность за действия Паулюса легла на его родных. Месть режима обрушилась на его жену и детей. Когда война закончилась, Паулюс находился неподалеку от Москвы, в Войково, где содержались пленные генералы. Любимым трофеем Иосифа Сталина был пленный фельдмаршал. Через 9 месяцев на Нюрнбергском процессе мир испытал шок. Паулюс, член немецкого генштаба, отвечавший за планирование операций, выступил в качестве свидетеля обвинения. Он обвинил в преступлениях своих бывших начальников – Геринга, Кейтеля и Йодля. Плененного Паулюса держали на закрытой даче в Подмосковье, где у него был собственный повар и прислуга. Его держали по приказу Сталина, который не собирался его отпускать. Находясь наедине с самим собой, Паулюсу постоянно не давали покоя воспоминания о Сталинграде. Почему он не решился на прорыв? Он все время искал ответ на этот вопрос. После смерти Сталина птица в золотой клетке оказалась на свободе, и Паулюс захотел вернуться в Германию, но в Германию восточную, так как боялся, что на Западе он услышит много критики и оскорблений в свой адрес, а руководство ГДР гарантировало ему защиту. Он прекрасно приспособился к новой жизни в ГДР. Ему предоставили прекрасный особняк в элитном районе Дрездена. Бытовые проблемы решали люди из народной полиции, которые жили в бараках. Родным Паулюса разрешали навещать его в любое время, хотя они сами жили на Западе. А он, как бывший генерал гитлеровского вермахта, постоянно находился под наблюдением спецслужб ГДР. Части народной полиции стали предшественниками образования Народной армии ГДР. Паулюс не принимал участия в ее создании, ведь эти люди равнялись на победителей в Сталинградской битве. А Паулюс так никогда и не оправился от кошмара под названием Сталинград. В конце 1955 года у него возникло неизлечимое нервное расстройство. Лечение продолжалось несколько месяцев, но было все тщетно. Паулюс умер 1 февраля 1957 года. До самого последнего дня за ним следили агенты Штази и солдаты армии ГДР. Церемонию прощания с покойным фельдмаршалом устроило государство. В день похорон его дело в Штази было официально закрыто. Он пережил Сталинград на 14 лет. А вся история с нелепыми домыслами о том, что германский фельдмаршал после своего поражения обучал советских офицеров, просто больной бред какого-то любителя жареных сенсаций. Не может априори побежденный учить победителя. Ставьте лайк,
Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!